Друзья, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы заливали у себя пол самонивелиром в нашей пристроечке на даче. А мы продолжаем, и в этом видео я вам хочу рассказать о том, как мы собирали у себя внутреннюю канализацию. Погнали! Время идет, пол сохнет. Как видим, на это надо достаточно много времени, уже почти прошла неделя, он до сих пор влажный. За это время мы пока закупили трубы и решили сделать канализацию. Канализация у нас заложена вдали участка в углу, там где этот сарай. 2 колодца по 2 кольца. В дальнейшем труба подходит к дому, и на этапе монтажа фундамента мы ввели ее непосредственно сюда, в то место, где у нас будет туалет с ванной, санузел. Итак, как же мы будем все здесь располагать в дальнейшем? В этом углу у нас будет висеть бойлер, дальше снизу под ним стоять стиральная машина, после нее стоять унитаз, после унитаза вот так вот вдоль стены целиком будет стоять ванная и раковина, рукомойник. Дальше через стену у нас канализация и водопровод пойдет на кухню, будет стоять холодильник. И вдоль всей вот этой вот стенки мы будем делать столешницу, соответственно, с мойкой. Были закуплены пластиковые трубы, 5, 110 и куча разных уголков, переходников, тройничков, сапунов и так далее. Мелочи нужно много, если мы хотим все красиво развести. Маленький лайфхак. Очень хорошо крепить друг к другу трубы при помощи обычного подсолнечного масла. Промазываем манжету, промазываем трубу, и тогда друг в друга все достаточно легко входит. И, кстати, тема очень актуальная, потому что после того, как мы насухо соединим 2 трубы, одну из другой бывает просто не вырвать, и требуются титанические усилия, чтобы разъединить эти трубы, если вы сделали что-то не так. А что-то не так вы сделаете очень много раз, если вы в этом неопытны, как я. Поэтому, чтобы легко соединять и разъединять трубы, достаточно из них просто подоставать уплотнительные кольца. И тогда все входит и выходит, как говорил Винни-Пух. Итак, мы подоставали кольца из всех труб и изначально прикидываем расположение нашей канализации. Хочется сделать таким образом. Здесь у нас будет воздушка уходить в угол, здесь будет стоять унитаз. Соответственно, от унитаза все будет течь в сторону трубы, дальше мы ее укоротим. И отсюда же идет переход на раковину, ванную и кухню. В дальнейшем через стену здесь будет тоже проложена труба. Трубу укоротил, пересобрал все еще раз. Напомню, оно все без уплотнительных колец, разъединяется и соединяется легко. Поэтому легко подгонять и подпиливать трубы под нужные размеры. Крепим мы все это дело в дальнейшем к стене вот на такие вот специальные хомуты-крепежи. 110-е трубы на 110-е хомутики, 5 на специальные 50-е. Итак, контрольная сборочка. Как видим, все собрано и размечено под раковину, под слив в ванной, под воздушку и под сам унитаз. В дальнейшем были проведены гидроиспытания, и я вам хочу сказать, что нашелся один изъян. А изъян вот какого рода. Здесь будет стоять у нас унитаз, и когда содержимое унитаза у нас потечет по вот этим трубам в сторону слива вниз, то физика, конечно, дает о себе знать. Жидкость по инерции стремится вперед, и она уходит не в сторону, чтобы слиться в основную канализацию, а пытается уйти непосредственно дальше по трубе на кухню, даже при отрицательных углах. Поэтому было пересобрано все вот таким вот образом, чтобы под силой тяжести то, что у нас бежит по большой трубе из унитаза, падало непосредственно уже в саму канализацию, а не уходила на кухню. А из кухни, из слива, из ванны, из раковины тоже выходила и падала сразу вниз.
Наливаем подсолнечное масло в крышечку и начинаем все это дело аккуратненько промазывать и уже собирать чистовой вариант. И что я вам хочу сказать по этому поводу. Будьте прокляты те продавцы сантехники, которые клеют наклейки прямо на места стыков. Все эти наклейки приходится в дальнейшем отдирать. Греем наклеечку термофеном, чтобы аккуратненько ее снять вместе с клеем. И в дальнейшем будем собирать уже непосредственно саму канализацию. А наклейки надо снимать обязательно, потому что они создают такие микрозазоры в соединениях, через которые в дальнейшем может или влага какая-нибудь проникать, или, не дай бог, что-нибудь еще и похлеще, включая все посторонние запахи. Да и уплотнению это тоже совсем не содействует. Итак, второй раунд. Опять же, промазываем все подсолнечным маслом, немного трубу внутри, промазываем саму прокладочку, уплотнительное кольцо. Берем трубу, промазываем от нее вход, который мы будем вставлять, и в дальнейшем все с легкостью будет соединяться. И после соединения, если надо, разъединяться и крутиться, регулироваться. Поэтому примите на вооружение. Насухо трубы не собирайте. Да и на специальный силикон можно тоже не тратить, потому что он гораздо дороже бутылки подсолнечного масла. А надо вам всего лишь пару капель на самом деле. Итак, вот что получается. Вот наша собранная канализация. Место подключения стиральной машины, место подключения унитаза. Дальше переход на воздушку. Дальше у нас идет падение вниз в саму канализацию. И от нее же отвод идет в сторону ванной, которая у нас здесь будет стоять. Сифон от ванны будет подключаться. И в дальнейшем идет отвод в сторону раковины, на котором опять же стоит тройничок и сапун, чтобы не было вакуума в системе. Дальше идет у нас переход через стену. И за стеной уже непосредственно проложена кухонная труба. Вот как снаружи дома выполнена воздушка. Выведена 50-я труба, дальше под два уголка 45 градусов и выход наверх, причем выход достаточно высокий, и сверху грибок. Проверено, тяга присутствует, поэтому вони в канализационном отсеке и в самих колодцах у нас не будет, все будет улетать. Да, многие знающие люди мне скажут, что ни в коем случае нельзя заужать отвод канализации с 50-й, допустим, с 100-й на 50-ю. Но это дом не для постоянного проживания, а летняя дача. А заужать нельзя, только если вы живете постоянно. Заужать нельзя из-за конденсата. Вот как выполнен отвод на самой кухне. Просто труба, опять же переходничок и сапун в тройнике. Опять же, вакуума в системе не будет. В принципе, по канализации все. Как видите, все достаточно просто, собрано за один день. А дальше мы будем красить стены и разводить водопровод. Вся мелочь уже закуплена. Поэтому, друзья, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ну а мы продолжаем. Всем пока!